Приветствую всех на своем канале «Занятия для души. Вязание с Натальей Волковой». В данном видео я вам хочу представить вторую часть видео МК, как связать очень нарядный и теплый женский джемпер спицами. Ссылку на первую часть видео МК я обязательно оставлю в описании к данному видео. Также в конце видео я оставлю фото других своих работ, на которые вы сможете найти бесплатные видео МК у меня на канале. Так что заходите, смотрите, возможно для кого-то данная информация будет интересной и полезной. Итак, приятного всем просмотра. Итак, после того, как я связала планочку, которая будет у меня идти по низу на кофточке, то есть в моей ситуации, как я уже сказала, я провязала ее на 61 сантиметр. В общей сложности я повторила 8 раппортов узора. У вас, конечно же, в вашей ситуации может быть другое количество, так как вы должны предварительно сделать замеры, на какой вам размер необходима эта кофточка. Следующее, что я буду делать, это делать набор вот по верхней вот этой вот части планочки. Для этого я зафиксировала ниточку в начале работы, то есть вот таким вот образом. И далее вот по краешку, вот по этим боковым петелькам я буду делать набор петель. То есть первую петлю я, соответственно, в самом начале вытягиваю вот таким вот образом. Далее я буду вязать на спицах номер 4, то есть набор произвожу следующим образом. В каждую боковую вот эту вот петельку я вытягиваю по одной петле. То есть вот таким вот образом. Вот, ничего в принципе сложного. Вытягиваю в каждую боковую петельку. Вот так вот произвожу набор петель. По такому принципу я набираю петли до конца, получается, вот до этого участка. Итак, вот я набрала петли до конца ряда, то есть выглядит у меня все вот таким вот образом. В общей сложности у меня сейчас на спицах 101 петля. То есть это вот на мою длину получается этой планочки изначальной. Далее я поворачиваю работу, и следующий ряд я должна провязать все петли лицевые, то есть это у меня получается изнаночная сторона. То есть до конца ряда я снимаю, получается, первую кромочную петлю, и до конца ряда я провязываю абсолютно все петли лицевыми, то есть вот таким вот образом. Вот провязываю до конца ряда. Итак, вот я довязала все петельки до конца лицевыми, то есть вот так вот у меня все выглядит с изнаночной стороны. И далее я начну вязать основной узор, который будет у меня идти сверху в данной кофточке. Не могу сказать, что он сложный, но смотрится, на мой взгляд, интересно и красиво этот узорчик. Я вам покажу, каким образом я его вязала. То есть я снимаю первую кромочную петлю, далее начинаю вязать следующим образом. Я провязываю 3 изнаночные петли, 3 изнаночные. Следующую 4 петлю я снимаю, не провязывая, и при этом на следующую петельку я делаю 1 накид. То есть вот таким вот образом я провязываю и снимаю ее, вернее, даже я бы так сказала. Следующие 3 петли я провязываю также изнаночными. Следующую 4 я снимаю, не провязывая, и делаю на эту петельку 1 накид. Далее опять же я повторяю 3 изнаночные петли. 4 я снимаю, не провязываю, и делаю на нее накид. По такому принципу я довязываю до конца ряда, то есть чередуя 3 изнаночные петли, и 4 я снимаю, не провязывая. Итак, вот я провязала до конца ряда, чередуя 3 изнаночные петли и 1 петельку я снимала, не провязывая, делая на нее накид. В конце ряда у меня как раз получилось 3 изнаночные петельки и кромочная изнаночная. Далее я вяжу следующий второй ряд. Вяжется он следующим образом. Я снимаю первую кромочную петлю. И далее у меня по рисунку идут 3 лицевые петли, которые я также и провязываю по рисунку, то есть это 3 лицевые петли. Следующую 4 петлю я снимаю, не провязывая, и делая на нее второй уже накид, то есть вот таким вот образом. Следующие 3 петли я провязываю все петли лицевые, то есть вот 3 петельки лицевые. 4 опять же я снимаю петлю, не провязываю, делаю на нее второй уже накид. По второму принципу я довязываю до конца второго ряда, то
То есть это чередуя 3 лицевые петли, и четвертую снимаю, не провязывая, уже с 2 накидами. То есть вот таким вот образом у меня получается. Итак, вот я довязала до конца второй изнаночный ряд. То есть выглядит у меня все вот таким вот образом. То есть это чередование 3 лицевых петель. И четвертая петелька у меня уже сейчас идет с 2 накидами. Далее я вяжу следующий ряд. Это получается у меня 3-й ряд. Буду вязать его следующим образом. То есть вот у меня вот так вот все выглядит с лицевой стороны. То есть я снимаю первую кромочную петлю. Далее я провязываю следующие 3 изнаночные петли. Таким вот образом. Четвертую петлю я снимаю, не провязывая. То есть у меня теперь уже на этой 4-й петле получается 3 накида. То есть опять следующие 3 изнаночные петли я провязываю изнаночными. И четвертую опять же снимаю и делаю на нее уже 3-й накид. И опять же повторяю 3 изнаночные петли. И четвертую я снимаю с 3-м накидом, не провязывая. По такому принципу я довязываю до конца 3-го ряда. То есть вот так вот у меня все это теперь выглядит. Итак, вот я уже довязала до конца, получается, у меня 3-й ряд. Выглядит у меня все вот таким вот образом. И далее я вяжу следующий, 4-й, получается, ряд по следующему принципу. То есть я снимаю первую кромочную петлю. Далее я провязываю следующие 3 петли, это лицевыми. То есть они у меня по рисунку так и выглядят, лицевыми петлями. Вот так вот. И следующую 4-ю, получается, уже петельку я снимаю с 4 накидами. То есть я делаю еще один накид, 4-й, и снимаю эту петлю. Следующие 3 петли я провязываю лицевые, вот таким вот образом. И следующую 4-ю петельку я снимаю также не провязывая и делаю на нее накид. И далее вяжу по такому же принципу. 3 лицевые, 4-ю снимаю с 4-м накидом. И таким образом я довязываю до конца, получается, весь 4-й ряд. Итак, вот я довязала 4-й ряд уже до конца. Выглядит у меня все вот таким вот образом. Чередование 3 лицевых петель и 1 петельки, на которую уже 4 у меня получается накида. И далее я вяжу 5-й ряд. Вяжется он следующим образом. В принципе, не сложно абсолютно. То есть я снимаю первую кромочную петлю. И далее до конца ряда я провязываю абсолютно все петли изнаночными петлями. То есть вот я провязываю первые 3 изнаночные петли вот таким вот образом. И следующую петлю с 4 накидами я провязываю также изнаночные. Все вместе. Вот так вот я провязываю. Далее опять же 3 изнаночные петли. И следующую 4-ю петлю я провязываю все вместе, петлю и накиды изнаночной. По такому принципу я буду довязывать до конца ряда, то есть абсолютно все петли я провязываю изнаночными. Итак, вот я довязала до конца 5-й ряд. Выглядит у меня все вот таким вот образом. И далее я буду вязать 6-й ряд. Вяжется он очень легко, то есть до конца ряда я провязываю абсолютно все петли лицевыми петлями. То есть вот таким вот образом я провязываю до конца ряда все петельки лицевые. Итак, вот я довязала до конца 6-й ряд, то есть абсолютно все петельки лицевыми. Вот таким вот образом у меня все выглядит. И это, можно сказать, мы с вами провязали ровно половину узора, которым я буду вязать верхнюю часть этой кофточки. Далее я буду вязать следующий, это получается 7-й ряд. Вязаться он будет практически точно так же, как предыдущие ряды я провязала. Но единственное, что пойдет смещение узора небольшое, то есть вязать я буду следующим образом. Я снимаю первую кромочную петлю, далее провязываю 1 изнаночную петельку и следующую вот 2-ю петлю я снимаю не провязывая с 1 накидом. Следующие 3 петли я провязываю все петли изнаночными, то есть вот 3 петли. 4-ю я опять же снимаю петлю с 1 накидом, не провязывая. Следующие 3 петли
провязываю изнаночный. То есть я провязываю практически так же, как и предыдущий, получается, первый ряд, который я вязала. Единственное, что со смещением в шахматном порядке. То есть по такому принципу я буду довязывать до конца ряда, чередуя 3 изнаночные петли, и одну петельку я снимаю, не провязывая. Итак, вот я довязала до конца, это получается 7-й ряд. То есть вот таким вот образом у меня все выглядит. В конце ряда у меня получается одну петельку вот я снимаю с одним накидом, 1 изнаночная петля и кромочная изнаночная. То есть вот таким вот образом у меня закончился непосредственно 7-й ряд. Далее я вяжу, снимаю первую кромочную петлю, провязываю 1 лицевую, следующую петельку я снимаю со 2-м накидом. Далее 3 лицевые я провязываю. И 4-ю петлю я провязываю со 2-м накидом. По такому принципу я довязываю до конца ряда. То есть это чередуя 3 лицевые петли. И 4-ю петельку я снимаю, не провязывая, делая на нее 2-й накид. Так вот я довязала до конца 8-й ряд. Вот таким вот образом у меня все выглядит. То есть чередование 3 лицевые петли и 4-я петелька, вот она у меня снятая, не провязана, с 2 накидами. Далее я вяжу следующий, это получается 9-й ряд. Следующим образом я снимаю первую кромочную петлю, провязываю первая изнаночная у меня петелька, 2-ю петлю я снимаю, не провязывая, делая на нее уже 3-й накид, 3 изнаночные петли. И 4-ю петлю я снимаю также, не провязывая. То есть в принципе вяжу по принципу, как я вязала вот этот первый участок работы, но единственное, что со смещением. То есть по такому принципу я довязываю до конца ряда, это чередуя 3 изнаночные петли, и 4-ю петельку я снимаю. Итак, я довязала 9-й ряд до конца. Выглядит у меня все вот таким вот образом. Далее я вяжу 10-й ряд. В принципе, ничего сложного в этом 10-м ряду также нет. То есть я снимаю первую кромочную петлю, провязываю первую лицевую петлю. И следующую, 2-ю, я снимаю уже с 4 накидами. Далее у меня идет 3 лицевые петельки. Таким вот образом. И 4-ю я снимаю, не провязывая. По такому принципу я довязываю до конца ряда. Итак, вот я довязала до конца, это получается у меня 10-й ряд, выглядит все вот таким вот образом. И далее мне остается провязать буквально 2 ряда, чтобы у меня был провязан полный раппорт узора. И вязать я буду следующий, получается 11-й ряд, абсолютно несложно. Я провязываю абсолютно все петли изнаночными петельками, то есть вот первую петлю изнаночную, следующую я также провязываю изнаночной, и таким образом я довязываю до конца ряда, то есть провязываю абсолютно все петли изнаночными петельками, то есть вот так вот у меня все выглядит. И далее следующий, это получается 12-й ряд, я провязываю абсолютно все петли лицевыми. Итак, вот я провязала, это у меня получается 11 и 12 ряд. При этом 11 ряд я провязала абсолютно все петельки изнаночными, и 12 ряд все петли лицевые. И вот таким вот образом у меня все это выглядит. И вот этот участок у меня получается 12 рядов, которые я вам показала, как я их провязывала. Это один раппорт узора. Далее вы начинаете вязать, начиная с первого ряда. То есть, в принципе, узор несложный. Вот таким вот образом все это выглядит. Так вот выглядит у меня участок с набором петель, то есть достаточно все аккуратненько. Единственное, что, конечно же, потом необходимо будет еще немножечко отпарить, но опять же, как отпаривать, это я вам еще расскажу дополнительно, потому что вот этот вот верхний узор, я его все-таки не рекомендую прям очень сильно к нему прикладывать утюг, потому как вы его можете сильно расплющить, и он потеряет вот эту вот свою, так сказать, изюминку, я бы так, наверное, сказала, в данном
узоре, поэтому я рекомендую его разве что обдавать с конца паром с изнаночной стороны, не прикладывая утюг. Или даже если вы, например, не хотите рисковать и испортить этот рисунок, то можно даже его не отпаривать, просто потом после стирки он примет свой окончательный внешний вид. То есть можно даже так сделать, чтобы вы, например, не рисковали и его не испортили. Далее я буду вязать, соответственно, вот этим вот верхним одним узором. Буду вязать до линии проймы. Пока не могу сказать, на какую точно высоту я буду провязывать. То есть это я уже буду смотреть по ситуации. Периодически, конечно, нужно прикладывать, примерять. И вам я также рекомендую это периодически делать, так как у всех разный рост, у всех разные вкусы. И, конечно же, нужно смотреть уже самостоятельно, как лучше будет вам по фигуре этот джемпер. Поэтому далее я буду вязать за кадром, провяжу на необходимую мне высоту, в частности до линии проймы, как я сказала, и дальше покажу и объясню, как я буду работать. Я уже довязала переднюю часть джемпера до линии вывязывания реглана, то есть выглядит у меня все вот таким вот образом. Всего в общей сложности в длину по максимальной части, так как нужно учитывать, что здесь неровный край, так вот я делала замеры именно по максимальной вот этой части. Я провязала примерно в районе 38 сантиметров, и у меня это соответствовало в общей сложности. Я провязала 9 раппортов узора. То есть 9 раппортов узора, напоминаю, один раппорт это 2 мушки. Если считать каждую мушку, то у меня получается ровно 18 мушек. Я провязала высоту, и при этом ширина вот у меня вот этой вот части в пределах 52 сантиметров. Я специально не вязала очень большую длину этого джемпера именно до линии вывязывания реглана, так как именно с этой пряжи я работала. Пряжа у меня это полушерсть с мериносом, и она может после стирки немножко подтянуться. Поэтому я сделала специально зазор на то, что после стирки, скорее всего, что у меня полотно может подтянуться на пару сантиметров. То есть вы этот факт тоже должны учитывать. Так как я именно с этой пряжей работала, я вязала розовый джемпер, фото его я покажу. То есть я уже знаю эту пряжу и знаю, что она немножко вытягивается. Поэтому я и делаю на это акцент. Итак, это мы с вами связали, напоминаю, переднюю часть джемпера, так как передняя часть, она у меня будет немножко, буквально пошире спинки. То есть, кто вдруг пропустил информацию, по передней части я провязала 8 раппортов узора. Специально сделала чуть-чуть пошире именно переднюю часть, чтобы была хорошая посадка по груди. Но вы, опять же, в свою очередь можете, например, вперед и спинку вязать одинаковые по ширине. То есть, это уже как вам будет удобно. Провязала я, опять же, буквально до линии реглана. Далее я уже не буду вязать переднюю часть, я сняла ее на дополнительные спицы и пока отложу, так как потом я буду уже вязать этот джемпер в круговую, то есть когда начну вывязывать линию реглана, делать убавление, то есть я буду вязать джемпер по кругу. Поэтому сейчас вот на этом этапе я убираю это полотно, то есть провязав до линии вывязывания реглана, и теперь следующее, что я буду делать, это вязать спинку. Итак, спинку я начала вязать точно так же, как и переднюю часть, то есть начиная с вывязывания вот этой вот нижней планочки. Не забываем, что в начале и в конце планки необходимо провязать по 4 ряда платочной вязкой, то есть все петли лицевыми, чтобы был у вас красивый край. И далее единственное отличие в спинке, это то, что я провязала ширину вот этой вот планочки 7 раппортов узора, то есть у меня спинка будет чуть-чуть поуже, чем передняя часть. При этом у меня ширина этой планки, сейчас я вам скажу, в районе где-то 50 сантиметров. После того, как я провязала эту планочку, я произвела набор петель, так же, как и в передней части на спице, и начала вязать основным этим узором. Как вязать узор, это я вам все очень подробно показывала и рассказывала. Далее я провязала на такую же высоту, как и передняя часть у меня идет джемпера. По ширине у меня верхняя часть получается, сейчас я вам скажу, в районе где-то 48 сантиметров, то есть немножечко поуже, чем получается передняя часть. В общей сложности я провязала 9 раппортов узора в высоту или 18
делать вот таких вот мушек. И далее, провязав таким образом до линии вывязывания реглана, я точно так же убираю это полотно, так как далее я буду вязать изделие в круговую. То есть таким образом, после того, как я связала уже и вперед, и спинку, единственное, что мне осталось связать, это 2 рукава. Итак, я уже связала вперед и спинку. И далее буду вязать рукавчик. Низ рукава у меня будет оформлен точно так же, как и передняя и задняя часть джемпера. То есть я начинаю вязать вот с этой вот планочки. То есть в общей сложности планочку я провязала 4 полных раппорта узора. Единственное, что по краям я здесь не стала оформлять края платочной вязкой. Просто провязала 2 ряда чулочной вязкой. То есть это чулочная вязка. Не забываем, лицевой ряд вяжется все петли лицевые, изнаночная сторона вяжется все петли изнаночными. То есть сделала просто небольшой такой зазорчик, так как эти зазоры вот эти вот, они потом пойдут в шовчик, так как рукав здесь будет сшиваться. Всего в общей сложности у меня этих 4 раппорта узора получились на ширину примерно 28 сантиметров. Но вы, конечно же, в свою очередь должны сами смотреть, какая вам нравится ширина рукава. То есть вы можете сделать или этот рукав пошире, или, например, поуже можете этот рукавчик сделать. То есть это вы уже выбираете, как вам нужно, как вам будет лучше, я бы так сказала. И далее следующее, что я буду делать, это произведу набор петель по краю вот этого полотна. То есть в принципе работаю точно так же, как вязала и переднюю и заднюю часть джемпера. Итак, я произвела набор петель по краю планочки. Петли набирала точно так же, как спереди и по спинке. Всего в общей сложности у меня получилось 53 петли сейчас на данный момент на спицах. И далее я буду вязать основным узором. Это мушки, точно так же, как верхнюю часть спереди и спинки я вязала. Проблем с вывязыванием этого узора, я думаю, что у вас уже не должно быть. При этом я буду делать периодические прибавочки именно по краям этого рукава для того, чтобы его расширить. То есть это я уже сделаю за кадром и покажу вам, что у меня получилось, и также объясню более подробно, как я буду делать эти прибавочки. Я довязала уже рукав до линии вывязывания реглана. Выглядит он у меня вот таким вот образом. При этом я делала прибавочки, чуть позже расскажу, каким образом. Всего в общей сложности я провязала этот рукав на высоту около 39 сантиметров. И при этом я провязала вот таких вот 19 мушек у меня получается. Ширина рукава при этом у меня в самом низу получилась в пределах 28 сантиметров, и вверху после всех прибавлений у меня ширина получилась примерно около 40 сантиметров. Но опять же не забываем, что все эти размеры, которые я вам сейчас говорю, они все приблизительные, так как полотно оно не стиралось. Максимум, что я делала, это совсем чуть-чуть обдавала с изнаночной стороны паром. То есть я не рекомендую прикладывать утюг очень сильно именно к этому полотну, чтобы не расплющить узор, но совсем аккуратненько с изнаночной стороны можно паром обдать для того, чтобы рисунок все-таки хотя бы немножечко выпрямился. А так, конечно же, это необходимо будет изделие стирать после вязания. Теперь, что касается именно прибавлений. Вот у меня, я специально поставила маркеры для того, чтобы вам более наглядно было видно, каким образом я делала прибавочки. То есть первую прибавочку, о прибавке не забываем, что необходимо делать симметрично, то есть в начале и в конце ряда. Я сделала на 3-й мушке, то есть вот 1, 2, первые 2 мушки я провязала без каких-либо прибавочек, 1, 2. На 3-й мушке в начале и в конце ряда я сделала прибавочку по 1 петле. Петельки я прибавляла скрещенной петлей для того, чтобы потом здесь не было дырочек. И далее я начала делать прибавочки через 1 мушку. То есть вот на этой мушке, например, я сделала прибавку, следующую я вяжу без прибавочки. Опять же, через 1 сделала прибавку, следующую я вяжу без прибавки. То есть через 1 мушку я делала прибавки. Таким образом я сделала в общей сложности, получается 7 вот прибавочек. То есть вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-я прибавочка, вот она у меня пошла через 1 мушку. И далее
я провязала еще, получается, 4 раза. В каждой мушке делала прибавки, то есть в начале каждой уже мушки. То есть вот таким вот образом у меня получается. Маркеры стоят на каждой мушке, где в начале и в конце ряда я делала прибавочки. То есть в результате чего у меня получилось вот такое небольшое увеличение рукава. Но опять же, вы в свою очередь, например, если вам необходимо рукав увеличить и расширить чуть больше, то вы можете делать более активные прибавочки. То есть это уже в зависимости от того, что вам необходимо. То есть я в общей сложности именно вот на этом участке, когда вязала участок до линии вывязывания реглана, получается, сделала в общей сложности 11, прибавила петелек с одной стороны, и точно так же получается, я прибавила 11 петелек с другой стороны. Опять же, вы при вывязывании рукава должны учитывать тот факт, что если вам необходимо, например, рукава немножечко подлиннее, у вас чуть больше рост, предположим, и более высокий, то тогда, возможно, вам есть смысл вот этот вот участок до линии вывязывания реглана провязать чуть-чуть подлиннее. То есть это вы должны смотреть уже самостоятельно. Опять же, если вы по себе, например, точно не можете сделать замеры, то тогда вы можете воспользоваться своим каким-либо изделием. Возможно, у вас есть удобный джемпер, по которому вы можете именно произвести замеры, сколько необходимо вязать до линии, вот где у вас начинается пройма или реглан. То есть можно таким образом также сделать. Итак, после того, как я уже связала один рукав, единственное, что мне остается, это связать второй рукав точно так же до линии вывязывания реглана, как я этот связала, после чего я уже буду объяснять и показывать, как я буду вязать верхнюю часть джемпера и, соответственно, вывязывать, уже делать убавочки под линию реглана. Так, я уже довязала все части джемпера, то есть вот у меня вперед со спинкой связаны, и также связаны два рукава. Обязательно необходимо перед сборкой, перед тем, как вы начнете вязать линию уже реглана, соединять все эти части между собой. Обязательно необходимо лишний раз проверить, чтобы у вас все части были одинаковой длины, то есть рукава должны быть одинаковой длины, и вперед со спинкой обязательно лучше перепроверить один раз, чем вдруг у вас что-то будет длиннее или короче. При этом я совсем чуть-чуть аккуратно отпарила полотно, но опять же просто обдала с изнаночной стороны паром. Утюг я не прикладывала, так как можно очень сильно сплющить вот этот верхний узор. И теперь, после того, как у меня уже все связано, когда я уже обработала паром все эти части, чтобы они хотя бы немножечко у меня узор выпрямился, теперь я буду вязать по кругу верхнюю часть джемпера, при этом я буду делать убавочки под линию реглана. Также я подумала, что будет хорошо смотреться, если по линии реглана пустить вот такую вот дорожку из дырочек, то есть таким образом оформить красиво линию реглана. Это я еще покажу, как буду делать. Итак, на этом вторая часть видео МК, как связать теплый и красивый женский джемпер спицами, подошла к концу. Буквально на днях выйдет следующая часть видео МК, в которой я буду подробно показывать и рассказывать, каким образом я вязала верхнюю часть данного джемпера, а именно вывязывала линию реглана. Поэтому, кому понравилось видео, обязательно ставим лайк, делимся данным видео со своими друзьями. Не забываем подписаться на канал, если вы вдруг не подписаны, чтобы не пропускать в дальнейшем интересную и полезную информацию. Нажимаем на серый колокольчик вверху экрана, чтобы вам приходили уведомления о моих новых видео МК. Ну и, конечно, досматриваем видео до конца, так как в конце этого видео я оставлю фото других своих работ, на которые вы сможете найти бесплатное видео МК у меня на канале. Так что заходите, смотрите, возможно, для кого-то данная информация будет интересной и полезной. Итак, до новых встреч!